Дорогие мои друзья, здравствуйте! Как вы поняли, я нахожусь на Пушкинской площади. С какой целью я сюда приехала, сейчас объясню. Дело в том, что мне очень захотелось, пока теплые дни, посетить различные экскурсии. И вот мне подкинули такую идею, что есть экскурсии компании «Спутник». Дорогие мои друзья, это старая проверенная компания. Она еще работала в советские времена, поэтому я, доверяю ей. Ребят, конечно же, наверное, она просто одноименная, но вот тем не менее, все равно я решила воспользоваться именно ею. И взяла экскурсию, забронировала, пока еще я не заплатила, хотя можно было оплатить, я просто не знала, какие обстоятельства могут быть. Обстоятельства в моем случае могут быть различные. Все-таки с возрастом надо считаться, и у меня уже и здоровье не то, может случиться всякое, поэтому я не оплатила сразу экскурсию, а забронировала, заплачу здесь на месте. Я приехала пораньше, на полчаса, вот для того, чтобы снять вот такую красоту, потому что погода у нас замечательная сегодня весь день. К сожалению, я никуда больше не еду. Вот это вот здание «Известия», тоже всем известное, дорогие мои друзья. Знаете, столько лет прошло. Я так думаю, что с тех пор, как установили здесь памятник Пушкину, Александру Сергеевичу Пушкину, так и назначаются здесь встречи, дорогие мои друзья. Здесь встречаются друзья, любимые, экскурсии различные. И вообще это излюбленное место москвичей и гостей столицы. А фонтан, к сожалению, не работает уже. Кстати говоря, памятник этот перенесен, он стоял на противоположной стороне. Ой, ребята, возможно, солнышко. Нет, солнышко, конечно, возможно, пусть оно греет подольше нам в эти осенние деньки. Самолет летит, ребята, прямо над Москвой. Хотя, в общем-то, трафик над Москвой запрещен, насколько мне известно. Ребят, смотрите, прошло минут 15, наверное, всего, и солнышко уже ушло. Вот как быстро оно уже переместилось ближе к закату, дорогие мои друзья. Ну что ж, собирается народ. Ребят, я такая глупая, вот честное слово. Я ведь еще днем наш гид, девушка в черном плаще, с черной сумочкой. Дорогие мои друзья, такая я глупая. Я стабилизатор не зарядила. У меня всего осталось чуть-чуть зарядки. Поэтому мне разрешили делать съемку. Ребята, и даже выкладывать куда захочу. Но дело в том, что... это реклама для них, в принципе. Но дело в том, что... я облажалась, честное слово. Что я за человек такой? Я ведь еще несколько раз в течение дня дома пыталась, потом думаю, у меня там есть на середине зарядка. Думаю, зачем лишний раз батарею портить? В общем, безобразие. Какие-то чудесные явления, какие-то чудесные происшествия, совпадения, то все это также у нас с вами включено вместе. И поэтому у нас есть такая возможность, грубо говоря, увлекаться этим столь активно. Потому что, согласитесь, только про плохое слушать не хочется, даже если это с другими происходит. Вот, хочется и хорошее что-то. Хорошо, давайте с вами тогда начнем с первого вопроса, неверующие мои. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, в Москве много призраков? Очень много, потому что большое население. Большое население, значит, много призраков. А каждого человека должен быть свой призрак. Хорошо, мне нравится, зато честно. Хорошо, ребятки, а скажите, пожалуйста, а как вы думаете, первый призрак в Москве, он давно появился? И кто это? Ленин.
Пушкин. Неплохо. Так, хорошо, еще вариант. Если что, неправильных ответов нет. В любом случае, рано или поздно угадаете. Адам в Москве. Да. Райский сад был здесь, а здесь Адам, здесь то, а тут поставим Кремль. Да. Хорошо, ладно, распределились. Ребят, начало интересное. Мне очень понравилось уже. Татьяна, Дальше мы идем о том, что по мистическим первым стал Рюрик. местам. Рюрик как кучка. Очень будет интересно. В общем, ребята, идем переносить памятник Пушкину. Ну, именно в то место, я так понимаю, где он находился первоначально. А сейчас я узнала, что здесь сигнал не очень хороший. Ну, у нас школьники или ребята с колледжа, поэтому так шумно, дорогие мои друзья, то есть в группе у нас. Но зато весело, мне нравится. Давно я не была в таких компаниях. Зато я узнала, что первым признаком Москвы был кучка. Мы его будем переносить. У нас с вами раньше памятник находился на этой части бульвара. И чтобы вы понимали, помните, у Пушкина было стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Как вы думаете, это просто творческая мысль или это такой тонкий троллинг современности? О, смотрите, какая красота. Это все наша российская природа. Что у меня батарея вздыхает, дорогие мои друзья, на стабилизаторе. И, в общем-то, я сейчас в данный момент узнала, что наши ребята пошли на детскую площадку. Ребята из нашей группы решили вспомнить детство. И, в общем-то, я узнала, для чего же образовались бульвары. Вот именно в данный момент мы находимся с вами на Тверском бульваре. И вот для чего именно образовывался вот этот Тверской бульвар. А именно для того, чтобы можно было здесь познакомиться молодым людям друг с другом. Ну и там дальше сложная система дальнейшего знакомства с родителями, помолвки. И все непросто, все не так просто. Ну вот единственный момент, что, в общем-то, на этом Тверском бульваре проходили знакомства парня с девушкой. Ну, это мы сейчас так называем парень с девушкой, тогда это было все по-другому. Дорогие мои друзья, мы сейчас направляемся на Никитский бульвар. Где Соня? Смотрела ребилды? Нет. Символизм от, ну, например, реализма, давайте так. Правильно, то есть у нас с вами, например, если Мольер говорил о том, что купец дурак, но все мы немножко купец, то символизм говорит, возможно, мы чем-то напоминаем того нерадивого купца, но кто знает, кто знает. И у нас с вами вот этот театр символизма, как раз таки там, где большая часть понятий показывалась символами, была открыта Таировым. Таиров появился еще в императорское время, и он... 200-летний дуб, дорогие мои друзья. У нас с вами считается, что этот дуб, ну как все же знаем вот эту историю про то, что березу нужно обнять с правой руки и напитаться. Вот это вот все. Так вот, ребятки, давайте с вами обсудим устройство города Москвы. Как вы думаете, она типичная или необычная? А как обычно города построены? Квадратом? Ага, ну то есть вот так, хорошо в городах. Вот лучше всего на Волгоград. Смотрите, вот там прям одна главная улица или Суздаль. Вот идешь по ней, и в принципе весь город увидишь. А у Москвы круговая система. Какие-то нерешительные вокруг. И вот у нас с вами вот эта круговая
тепловая система, вот именно за счет нее вот эта вот кипучесть энергии идет московская. Потому что у нас с вами, ну как, вот, поднимите руку москвичи. Вот, оставьте поднятую руку те, про кого можно сказать, что лень вперед в него родилась. Супер, обратите внимание, что у нас с вами, ну, все москвичи остались поднятой рукой. Но при всем при этом город весь кипит жизнью. И вот все москвичи все время куда-то бегут. Это не наш выбор. Это город так устроен. За счет вот этой круговой энергии она копится, и у нее нет выхода ни в одну из сторон. И вот считается, что это как одна из самых старых древесных пород, именно природных. Она в себя эту энергию вбирает, и именно к ней можно подойти, чтобы подпитаться, чтобы реализовать свое какое-то начинание. То бишь, можно загадать желание. Вот. И зубы нужно пройти против самоответки, после этого припадаем к зубу, заряжаться энергией. Ребята, видите, какая интересная экскурсия, мне очень нравится. Ну и молодые люди, конечно, украсили сегодняшний вечер мой. Я очень довольна. Не, я, конечно же, желание не буду загадывать, а если и буду, то в одиночку. То есть, когда приду сюда отдельно, без этой гоп-компании. Ну вот еще раз, это дуб черешчатый называется. Возраст 200 лет. Ребят, находится на Тверском бульваре. Питает энергией. Вот так. Она пыталась. Она пыталась ей мозг. Мать Евы. Моя мать просто... Да, хорошо. Ребятки, смотрите, у нас с вами следующий... Хорошо, а брачные, венчальные приметы кто-нибудь знает? Положил монетку ботинок, значит, Да. значит, жена будет хорошая, уютная, в общем, здесь будет замечательно. Не положишь, все плохо будет. Так, а скажите, пожалуйста, а если, например, невесту в свадебном платье до свадьбы видел? Короче, вы разведетесь. Плохая. Если, например, у вас свеча венчальная потухла, это хорошая или плохая? Плохая. А если, например, кольцо уронить? Хорошая. Плохая. Смотрите, если у вас птичка пометит, то это гнезда. Это гнезда. Но гнезда. Поэтому 15 минут это не опоздание, напоминаю. Это по правилам приличия. Так. Итак, ребят, смотрите, угадайте, кто компас собрал? Пушкин. Правильно, это Печора. Опоздал он. В платье она уронилась. Сейчас задулась. Кольца уронились. Как вы думаете, кто не обратил на это внимание? Пушкин. Кто знает, за кого стрелялся? Из-за Гончаровой. Нет, Пушкин стрелялся из-за Донцева. Натальи Гончаровой. Теперь мы все знаем. Да, модерн в России. Внутри росписи делал сам Дружин. Ребята, это дом Саввы Морозова. Закрытая часть министерства. Крут. Можно зайти посмотреть. К сожалению, последние несколько лет более сюда не заводят. Вот, то есть попасть на сегодняшний день, к сожалению, возможно. Но мы здесь с вами остановились не просто так, ребятки, а как вы думаете, Хорошо, но вот когда я вам сказала, что сам Мороз, купец, дом один из самых состоятельных, у нас с вами с чем ассоциируется? С Арсланом. Арслан. А помимо Арслана, Мадридом Реал. Молодые люди сегодняшний вечер мы сделали, конечно. Я никогда так не отдыхала за последние несколько месяцев, как сегодня. что это начало
Кстати, очень вежливые молодые люди, девушки приятные очень. Они даже мне предоставляли возможность поснимать, уступали место, чтобы я могла сделать хорошие снимки. Ребята, кому интересно, обязательно покупайте эту экскурсию. Уверена, что вы не пожалеете, дорогие мои друзья. Сытно. Очень. Дорогие мои друзья, экскурсия наша закончилась. Марина, наш гид, уехала домой. Все разошлись. Ну, в общем-то, экскурсия закончилась на Патриарших прудах, как я и предполагала. Что, естественно, Патриарши как нельзя лучшие представители. Ну, почему я говорю пруды? Потому что, ну, по привычке их было раньше 3, поэтому осталась такая привычка говорить пруды. А теперь, конечно же, это один пруд. Ребята, здесь была самая интересная история, о которой я не знала. Если о других историях, где мы сегодня побывали, я, ну, так более-менее слышала где-то, значит, догадывалась, а то вот здесь вот историю Патриарших прудов я, конечно же, не знала. И было это очень интересно. Ну и, кстати говоря, вот история Саввы Морозова тоже была интересная. Ребята, в общем, рекомендую. Ну а сейчас хочу попрощаться с вами до следующего видео. Всем здоровья, всем добра. Ну и, конечно же, мирного неба над головой. Пока-пока.